Ровно 20 лет прошло с того дня, как Ричард Хэмптон выгнал свою супругу Элизу из их роскошного пентхауса в Манхэттене. В тот период, ослепленный жаждой власти и собственной важностью, он без колебаний вычеркнул ее из жизни, наняв самых дорогих юристов, чтобы оставить бывшую жену без средств. Теперь же, достигнув 65 лет, Ричард стоял на разбитой проселочной дороге на окраине Чарлстона, штат Саут-Каролина, сжимая в ладони выцветший конверт с адресом. Его бизнес-империя стремительно рушилась, и в момент крайнего отчаяния он вспомнил человека, чей интеллект всегда превосходил его собственный. Он был готов к чему угодно, но увиденное поразило его. Перед ним находился старый покосившийся дом из дерева, окруженный массивными дубами, с ветвей которых свисал тяжелый серый мох. На веранде, в простом кресле, сидела женщина. В ее волосах блестела седина, руки выдавали годы тяжелого труда, но сомнений не было, это была Элиза. Когда она подняла взгляд, Ричард застыл. В ее глазах не осталось ни следа той мягкости, которую он когда-то принимал как нечто само собой разумеющееся. Внутри жилища выглядело еще скромнее: изношенная мебель, жара без кондиционера и аккуратные стопки книг по экологии и социальному праву. Пока Ричард сбивчиво говорил о банкротстве корпорации и предательстве своего заместителя Майкла, Элиза слушала молча и холодно. Она отказалась принять его жалкие розы, отбросив букет в сторону, и прямо сказала, что годы нужды научили ее ценить поступки, а не красивые речи. Выяснилось, что пока Ричард возводил стеклянные башни мегаполисов, Элиза строила здесь совершенно иную жизнь. Соседка, пожилая миссис Хелен, зашедшая на кофе, с откровенным презрением рассказала Ричарду, как эта женщина бесплатно обучала детей из бедных семей. Добивалась медицинской помощи для жителей района и восстановила общественный колодец, даже когда у нее самой едва хватало денег на еду. Затем Элиза достала из старого сундука папку с чертежами, проект устойчивого развития, который Ричард 20 лет назад высмеял, назвав наивной фантазией. Теперь именно эти идеи могли спасти бизнес в новых реалиях. Она согласилась помочь, но выдвинула жесткие условия: $1 миллион, сумма, которую он незаконно отнял у нее при разводе, и полная трансформация компании в социально ориентированный фонд. Самым тяжелым ударом для Ричарда стало раскрытие истины о корпоративном шпионаже. Благодаря старым связям Элиза выяснила, что данные передавал вовсе не заместитель, а секретарь Линда. Женщина пошла на это, пытаясь спасти тяжело больного сына, поскольку страховка компании, урезанная Ричардом ради прибыли, не покрывала лечение. В этот момент он понял, все эти годы его богатство существовало лишь на бумаге. Душевно же он оставался нищим. Элиза отказалась возвращаться в Нью-Йорк, вынудив его остаться и работать здесь, под дубами Чарлстона. Впервые за десятилетия Ричард не командовал, а учился слушать женщину, которую когда-то считал лишь эффектным дополнением к своему статусу. Вот такая необычная история. Друзья, напишите в комментариях, из какого города вы смотрите это видео. Если рассказ вам понравился, поддержите его лайком и подпишитесь на канал. Впереди еще много интересного.